Приветствую всех, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Предыдущие два ролика были подготовительными. В них мы посмотрели первые аргументы того, что более выгодными и эффективными деньгами для измерения капитала и его предохранения от коррозии с точки зрения сохранения его стоимости и покупательной способности является золото. И теперь мы можем перейти к обсуждению текущей позиции в золоте. Это очень важный вопрос. Как в любом деле, прежде чем перейти к выработке действий, необходимо четко определить текущее состояние активов и оценить его с точки зрения анализа ситуации. То есть сначала нужно определить свое местоположение на местности. Без четкого понимания того, где ты находишься, невозможно осмысленное движение. Даже если понимаешь правильное направление, в котором нужно двигаться. Без понимания смысла текущей позиции невозможно правильно трактовать наши действия. Например, что мы делаем, когда покупаем золото? Мы открываем позицию, то есть инвестируем, или закрываем короткую и возвращаемся в деньги? Или что мы делаем, когда мы продаем золото? Закрываем инвестицию, то есть длинную позицию, или открываем короткую позицию? Для этого очень важно определить правильное значение текущей позиции и ее отношение к нейтральной позиции. Пока выглядит слегка теоретически и не очень понятно, но сейчас дальше будет яснее. Мы не вдаемся в теоретико-академические споры об определении денег. Мы преследуем простую цель. Нам необходима качественная единица для измерения нашего капитала и оценки наших инвестиционных действий, а также надежные критерии качества активов для инвестирования. В предыдущих роликах мы пришли к предварительному выводу, что золото более качественно, нежели доллар, выполняет эту роль. Для пояснения этого тезиса я приведу небольшой исторический пример. Например, в период с 92 по 95 год ставки по депозитам в России были примерно 100-150 годовых. А доллар, чуть позднее мы будем смотреть это детально, рос со скоростью 200-400% в год. Инфляция была сопоставима с темпами роста доллара к рублю. Это означало, что если ваши деньги пролежали на депозите год и по ним начислили, к примеру, 100% годовых, то доллар и товары за это время подорожали на 200-400%. И реально покупательная способность ваших сбережений упала, несмотря на то, что номинально цифра в рублях увеличилась. Поэтому естественно, что для оценки своих сбережений люди перешли в доллар. Именно это является сейчас главной причиной оттока капитала из страны. Причиной оттока капитала из страны является долгосрочный тренд падения рубля к доллару. Сейчас образовался своеобразный замкнутый круг. В свое время, в конце 80-х, в начале 90-х, очень быстрое падение рубля инициировало отток капитала из России и создало определенную моду. Постепенно этот отток обложили поддерживающими его либеральными объяснялками, а теперь этот отток капитала из страны и либеральные мантры поддерживают падение рубля к доллару. Но сейчас у нас возникла аналогичная той 90-х годов ситуации подозрения по поводу доллара США и золота. Мы это подозрение пока проверили только на динамике золота и доллара, но дальше мы его подкрепим картиной на других валютах и рынках. К чему это приводит в инвестировании? Это приводит к изменению самого понятия того, что называется инвестированием, или того, что является инвестированием. Например, у человека есть $1000. Он не рассматривает это как инвестицию. Это просто деньги, это нейтральная позиция. Но если, например, у него есть предположение, что доллар в течение некоторого времени будет падать к рублю или, по крайней мере, не расти, как это, например, было с конца 2020, ну или там со второй половины 2020 года, а ставки по рублевым депозитам на 4-6% годовых выше, чем по долларовым депозитам, то он может рассмотреть возможность продать часть долларов за рубли и открыть рублевый депозит. Это уже будет инвестиции в рубль и рублевый депозит. Инвестиция в рубль открывается в надежде на то, что доллар упадет к рублю, то есть его можно будет купить дешевле. И позиция
это позиция на понижение доллара. Ее можно считать короткой. Через несколько месяцев он может решить, что это хорошая идея, и увеличить свою позицию в рублевом депозите. Потом может сделать это еще раз. То есть он принял несколько инвестиционных решений. Но как только возникнет угроза падения рубля к доллару, он закроет все рублевые депозиты и вернется, подчеркиваю, вернется в доллар. То есть он вернется в то, что считает деньгами, в то, что сохранит стоимость его капитала. Рубль к доллару и золото в рубле мы будем смотреть позже, через несколько роликов. Но коль скоро уже упомянули их, то вероятность падения рубля к доллару резко увеличится, если доллар пробьет вверх на сессии с расчетами Today уровень 75,88, то есть 75 рублей 88 копеек за доллар, то есть максимум 26 ноября. А вероятность падения рубля к золоту сильно увеличится, если цена за 1 грамм на московской бирже пробьет вверх уровень 4 рубля 4432 рубля за грамм. Это максимум 22 ноября 2021 года. Аналогично только что рассмотренной ситуации с инвестированием долларов в рубли происходит с инвестициями и в другие активы. Если деньгами для нас является доллар, то инвестировать в какой-либо актив имеет смысл только тогда, когда мы предполагаем, что в будущем вырастет цена в долларах. Инвестировать мы можем постепенно, за несколько сделок. На самом деле так и нужно делать. Но если в какой-то момент мы пришли к выводу, что в дальнейшем цена актива в долларах будет понижаться, то мы закрываем позицию в этом активе и возвращаемся в то, что считаем деньгами. В данной иллюстрации деньгами пока мы считаем доллары. Заметьте, открываемся мы обычно постепенно и за несколько сделок, а закрываемся, как правило, быстрее, обычно за одну или две сделки. Это свойство психологии. При открытии позиции нами движет жадность, борющаяся с ленью и неуверенностью. А при закрытии позиции нами движет страх потерять. Страх сильнее жадности. Если же у нас возникло предположение о том, что более качественными деньгами является золото, то место доллара в только что приведенных рассуждениях занимает золото. И тогда депозит в рублях или долларах – это инвестиции золота в рубль или доллар. И эта инвестиция имеет смысл до тех пор, пока не возникнет угроза того, что скорость падения рубля или доллара к золоту станет больше, чем ставка депозитов, в которых они находятся. Но теперь мы можем и по отношению к другим активам сформулировать критерий инвестирования в них. Он очень простой. В какой-либо актив имеет смысл инвестировать только тогда, когда есть уверенность в том, что он будет расти в золоте. Вот и все правило. Сейчас мы это доказали только частично, на примере динамики доллара в золоте. В дальнейшем мы покажем это на рубле и других валютах, облигациях, недвижимости, товарах и фондовых активах. Но из тех роликов, что уже есть на канале, вы можете с этой точки зрения посмотреть на американскую недвижимость в золоте, в долларах и золоте, которую мы смотрели в ролике «Как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота». Чтобы посмотреть или освежить тот материал, посмотрите ссылку на тот ролик в этом видео. В том ролике как раз иллюстрация того, как в 3 раза увеличивается доходность в недвижимость, если деньгами считать не доллары, а золото. Если не смотрели этот ролик, гляньте. Но даже если и смотрели, гляньте еще раз. Сейчас вы можете воспринять этот ролик уже с несколько иными акцентами. Может быть, учитывая новое восприятие, он наведет вас на какие-то новые соображения или идеи. И еще один очень важный момент. Если смотреть мои ролики невнимательно и относиться к тому, о чем я говорю, очень упрощенно, то может сложиться ошибочное впечатление, что я агитирую копить золото и сидеть в нем. Это абсолютно неправильно. Единственное, что я утверждаю,
и постепенно доказываю, это то, что золото, как и было несколько тысячелетий до этого, более качественно исполняет роль денег, особенно средне- и долгосрочных. А дальше все как обычно. Инвестировать необходимо. Но инвестировать необходимо в активы, растущие в хороших, правильных деньгах, то есть в золоте. Этот фильтр, как вы могли это видеть на примере американской недвижимости, поможет вам уберечься от очень большого количества инвестиционных неприятностей и избежать ненужной излишней инвестиционной суеты, которая кроме расходов больше ничего не приносит. Поскольку утверждение о том, что золото является более качественными деньгами, чем фиатные валюты, мы пока не считаем полностью доказанным, а только рассматриваем на данном этапе как достаточно разумную и частично подтвержденную гипотезу, то и пользоваться ей вы можете тоже частично, в той степени, в которой у вас сформировалась уверенность в правильности этого утверждения. Для объяснения этой частичности обратимся к графику из предыдущего ролика «Золото-доллар 4, часть 2. Как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию» от 16 декабря 2021 года. Прошу извинить, я пока не стал стирать вот эти вот надписи из прошлого ролика, вдруг они потом еще понадобятся. Но сейчас не обращайте на них внимания, цифиры нам сейчас нужны не будут. Терминологией я буду пользоваться из ролика 4.2 из предыдущего. Для тех, кто его не видел, рекомендую глянуть. Так проще будет воспринять то, о чем я сейчас буду говорить. Но, тем не менее, в 2 словах я напомню то, о чем там говорилось. Но, исходя из нашего сегодняшнего интереса, то есть текущей позиции и ее трактовки, я расставлю несколько иные акценты. Мы инвестировали в золото по 2 стратегиям. В первой у нас деньгами были доллары и, соответственно, нейтральные позиции, то есть позиции в деньгах по этой стратегии была позиция в долларах. Во второй стратегии нейтральной позиции, то есть позиции в деньгах, у нас было золото. Мы начали с покупки в 1971 году. Вот здесь. Вот синяя стрелочка. Вот она. И проследили результат обеих стратегий до 1981 года. Вот отсюда. По второй стратегии результат получился в 2,5 раза лучше. Если продлить этот эксперимент до наших дней, то по второй стратегии мы получим результат лучше, чем по первой, в 3,5 раза. То есть вот до вот этого момента. Вот здесь, сделать вот здесь, вот так. Сейчас мы их посмотрим подробно. Но поскольку мы заинтересованы в наилучшем результате, именно знак по второй позиции нас будет интересовать. Теперь давайте по стрелкам отследим изменение позиции и ее знак во второй стратегии. В 1971 вот здесь по стрелочке. Открытая инвестиционная позиция в золоте. Напомню, что по второй стратегии нейтральная позиция – это когда все средства размещены в золоте. То есть мы находимся в деньгах, в золоте. Инвестиционная позиция означает, что покупка дополнительного золота совершается с привлечением кредита в долларах. В 1975 году, вот здесь, дополнительная позиция закрыта. Вот красная стрелочка. После продажи дополнительного золота и возврата кредита все средства в золоте. Здесь у нас нейтральная позиция. В 1978 вот здесь инвестиция в золото. Вот синяя стрелочка. Это опять длинная позиция с дополнительным золотом и кредитом. В 1981 году вот здесь инвестиция в золото закрыта. Красная стрелочка. Все средства в золоте. Позиция опять нейтральная. До 2002 года позиция была нейтральной. Все вот это время мы находились в золоте. По нашим правилам мы не открывали короткую позицию и никуда в другие места не инвестировали. Хотя можно было это сделать в обеих стратегиях. Мы сейчас не отвлекаемся на возможности на других рынках. Но в это время с 80 по 2000 были рынки, растущие в золоте. Это мы будем смотреть позже, отдельно и подробно. А сейчас дальше двинемся по золоту.
В 2002 вот здесь вот синяя стрелочка, длинная позиция, то есть кредит и покупка золота. В 2013 году инвестиция закрыта, вернулись в золоте, позиция нейтральная. В 2019 году вот синяя стрелочка, покупка золота, кредит, позиция длинная. Теперь смотрим на 19, то есть на сегодняшний день. Это не закрытие позиции. По годовым графикам и большего масштаба пока нет, скажем так, условий или признаков, говорящих о том, что, скажем так, то есть в этом горизонте, то есть в горизонте 10, там, 5-10 лет будет падение. То есть позиция пока длинная. Таким образом, по отношению к доллару у нас сейчас длинная позиция в золоте, которая открывалась в первой половине 2019 года. Вот здесь. То есть это все средства в золоте, плюс небольшая, плюс некоторая часть, купленная за кредит, в кредит. То есть это для тех, кто обладает соответствующими знаниями и навыками и допускает для себя такой риск, как открытие длинной позиции. Для них вполне возможна открытая длинная позиция в золоте. Но только эта покупка должна была быть осуществлена в первой половине 2019 года. Не сейчас. Сейчас покупать уже ничего не нужно. То есть мы приходим к следующему. По крупномасштабному графику сейчас мы как минимум находимся или в нейтральной позиции к золоту, для тех, кто не допускает для себя риск открывать длинную позицию, то есть в золоте, или в некоторой длинной позиции, купленной в кредит в долларе. Необходимо очень четко подчеркнуть. Мы сейчас говорим только о позиции золото-доллар. Автоматически перенести все, что я сейчас говорю, на рубль или евро нельзя. Картинка у них схожая, но отличается. Чуть позже мы будем их смотреть, но отдельно. Два очень важных момента. Только что сказанное о текущей позиции в золоте не означает, что вы не можете находиться сейчас в других активах или вообще в прямых инвестициях. Например, в основных фондах чего-нибудь добывающей компании. Вполне можете. Но только в том случае, если у вас есть уверенность в том, что этот актив будет расти в золоте. Например, как было показано в ролике «Как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота», в начале 2013-го могла быть покупка американской недвижимости. Или, как мы увидим далее, могли быть покупки на американском фондовом рынке. И все это из золота, транзитом через доллар. Или, может быть, за долларовый кредит под залог золота и приобретаемых активов. Но когда сформируется убежденность в том, что рост этих активов в золоте закончился, то нужно, по крайней мере, часть позиций в них закрыть и выйти или в золото, или в другие активы, растущие в золоте. Иногда это могут быть и отдельные части собравшегося преподать бизнеса. Но как минимум закрыть нужно те инвестиции, которые открыты в кредит. Поскольку стратегия и тактика использования золотого отображения сильно зависит от состояния конкретных рынков и стартового состояния активов, более глубоко здесь погружаться в использование золотого отображения при оптимизации и управлении корпоративными активами мы не будем. Это достаточно частный вопрос. Как это было показано в ролике «Как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота», и мы увидим это на других рынках, отображение в золоте покажет угрозу для ваших инвестиций раньше и лучше, чем отображение в валютах. Как вы видели в ролике про недвижимость, доллар практически не показал этой угрозы в 2006 году в американской недвижимости. Но и доходность при этом, как вы видели в этом же ролике, при долларовом подходе получилась в 3 раза ниже, чем при взгляде на рынок недвижимости через золото. Позже мы это же увидим и на других рынках. Как можно увидеть реальное устройство и богатство красок мира, если смотреть на него через кривое и закопченное зеркало? Возвращаемся к трактовке текущей позиции. Обобщим наши результаты. Пока мы посмотрели золото-доллар и немного затронули один из самых консервативных активов –
недвижимость. Позже мы будем смотреть недвижимость подробнее. Но уже на основании анализа длинной динамики золота в долларе и короткого взгляда на американскую недвижимость в долларе и золоте, мы пришли к тому, что предположение о том, что с точки зрения сохранения стоимости и покупательной способности, золото более качественное, чем доллар-валюта. Этот вывод особенно относится к последним 50 годам. Более того, исходя из различных подходов к анализу динамики и истории обеспеченности доллара золотом, мы пришли к выводу, что в горизонте 10-15 лет более вероятным является сценарий продолжения падения доллара к золоту. В роликах «Золото-доллар 3. Часть 1. Глобальный прогноз на 10-15 лет» от 26 ноября 2021 года и «Золото-доллар 1. Часть 1. Краткосрочный прогноз на 3-9 месяцев» от 12 декабря 2021 года, мы определили критерии увеличения или, что немаловажно, уменьшения вероятности этого сценария. Также в ролике «Предисловие. Как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота» и в предыдущем ролике «Золото-доллар 4. Часть 2. Как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию» от 16 декабря 2021 года, мы установили, что если золото считать деньгами, то есть тем, во что мы возвращаемся после инвестиций и в чем храним свои долгосрочные сбережения, то доходность наших инвестиций возрастает в несколько раз по сравнению с той ситуацией, когда деньгами мы считаем доллар. Повторюсь, этот вывод мы делаем пока только на рассмотрении золота в долларе и беглого взгляда на недвижимость. Но дальше мы постепенно будем рассматривать и другие рынки. И будем получать похожие результаты. Но это будет чуть попозже и будет происходить постепенно. Поэтому сейчас ваша уверенность в правильности того, что золото является более качественными деньгами, чем валюта, может быть от 0 до 100%. 0 и 100 – это крайности. Реально ваша уверенность находится где-то между ними. Но у каждого она своя. И дальше может изменяться. Трактовка текущей позиции по отношению к золоту, о которой я сейчас буду говорить, относится к 100% уверенности в том, что золото более качественные деньги, чем фиатные валюты. Для того, чтобы вы могли определить свою собственную трактовку текущей позиции, вам просто нужно умножить трактовку, о которой я сейчас буду говорить, на степень вашей уверенности в том, что золото более качественные деньги, чем фиатные валюты. Переходим непосредственно к трактовке позиции. В глобальных масштабах, то есть в масштабах с горизонтами планирования от 3-5 лет, наша позиция в золоте или в активах, у которых предполагается рост в золоте на этих горизонтах. Также может присутствовать на эти горизонты небольшая длинная позиция в золоте или в активах, растущих в золоте. Напомню, что под длинной позицией я подразумеваю дополнительную покупку за счет долларового кредита. Так как это было в ролике «Золото-доллар 4. Часть 2» с названием «Как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию» от 16 декабря во второй стратегии. То есть эта иллюстрация длинной позиции была во второй стратегии. Это не означает, что сегодня вечером или завтра утром нужно все свои сбережения перевернуть в золото или накупить его еще в кредит. Абсолютно нет. Я полагаю, что большинство из вас находится в рублевых или долларовых депозитах или в кэше. Пусть все так и остается, пока вы спокойно во всем не разберетесь. Во-первых, есть ваша степень уверенности, на которую нужно помножить все то, что я сейчас говорю. А во-вторых, со второй половины 2020 года в меньших временных масштабах от недельного до квартального пока развивается корректирующее большое годовое и пятилетнее движение с падающей тенденцией. И условия ее завершения пока не выполнены. Поэтому позицию в долларовом депозите или долларовом кэше можно рассматривать как короткую позицию против золота. Короткая позиция – это продажа с целью откупиться дешевле. Обычно она совершается в кредит. Кредитуются активом, который предположительно будет падать, и продают его. И если удается откупить его дешевле, то разница между продажей, а потом более дешевой покупкой есть доход.
Так вот, текущая позиция в долларах как бы займ золота у самого себя, но более долгосрочного. То есть мы долгосрочно полагаем, что нужно находиться в золоте, но в конце 2020 года, краткосрочно, на несколько кварталов, предполагая, что золото приподвалится, решили подпродать золото и побыть в долларовом депозите. Это могло быть сделано в надежде, что удастся немножко заработать на процентах и еще чуть дешевле откупиться. То есть ситуация выглядит так, как будто ваши краткосрочные планы заняли золото у долгосрочных планов и продали его. Сейчас мы говорим только о долларе. Похожая и даже, даже более явная картинка и в золоте против рубля. Но автоматически переносить все сказанное на рубль нельзя. Золото в рубле и рубль-доллар мы начнем смотреть через пару роликов. И сделаем это так же подробно, как доллар-золото. Конкретный пример управления структурой сбережений золото-доллар на остаток декабря и на январь 2022 года на основе краткосрочных и долгосрочных прогнозов, которые были сделаны в предыдущих роликах, мы будем смотреть в следующем ролике. А пока не забудьте умножить все, что я сказал, на степень вашей уверенности. Взаимодействие долгосрочной и краткосрочной позиции, о которой мы сейчас говорили, только на первый взгляд кажется сложным. Но на самом деле вы подобные задачи решаете всю свою жизнь и каждый день. Это происходит всегда, когда в силу некоторых внешних обстоятельств вы идете на компромисс и временно отклоняетесь от более долгосрочной цели. Так в жизни происходит постоянно. Например, вы собираетесь что-то делать весь день. Это долгосрочный план. Но иногда нужно прерваться, чтобы отдохнуть. А иногда и пообедать. Надеюсь, что ролик был полезен и интересен вам. И, друзья, у меня к вам просьба. Если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь, пожалуйста. Вам это ничего не стоит, а мне приятно и полезно. И это важно для развития канала. С другой стороны, подписавшись, вы будете получать оповещения о выходе новых аналитических материалов и прогнозов. И получите прямой доступ ко всем материалам канала. В следующем ролике, основываясь на нашем краткосрочном прогнозе из предыдущих роликов, мы посмотрим пример управления структурой сбережений золото-доллар на декабрь и январь. И разберемся с формами инвестирования. Монетами, слитками, безналичным золотом, биржевым золотом и так далее. Всем больших инвестиционных успехов и до встречи на нашем канале.